Сейчас с вами проедемся на одесской маршрутке. Вот так на остановку подъезжает маршрутка и забирает пассажиров или оставляет. Здравствуйте. Я уже зашла. Сейчас здесь совсем пусто. Такое время, что людей едет мало. И нам с вами повезло. Проезд в маршрутном такси сейчас стоит 20 гривен. И можно сказать, что из общественного транспорта, который курсирует по городу, это сейчас самый дорогой. Проезд в троллейбусе 15 гривен и в трамвае тоже 15 гривен. Но в маршрутном такси, как я уже сказала, 20. Поэтому получается самый дорогой. Смотрите, как везде красиво сейчас цветут розы. Просто невероятно. Мы сейчас проезжаем Аркадию, поэтому здесь выходит большинство людей, как обычно. Сейчас попали в небольшую пробку, и сразу мне вспомнился вчерашний день, который выдался просто адским для каждого водителя, который выехал на одесские дороги. Вчера Одессу посещали лидеры стран Юго-Восточной Европы, которые встречались на саммите, и по этому поводу были перекрыты некоторые дороги, из-за чего образовались большие пробки, и людям пришлось длительное время в них стоять. Только и успевали новостные каналы публиковать видео о том, настолько много автомобилей на одесских дорогах, но это длилось всего несколько часов. Конечно, люди опоздали, но это было важное событие, поэтому так получилось. Сегодня у нас уже обычный день, на дорогах тоже много автомобилей, потому что Одесса город-миллионник, и даже если многие выехали, то все равно многие сюда переезжают на постоянное место жительства. Плюс начинается сезон, и уже по городу можно встретить и гостей, которые к нам приезжают. Так, по сложившейся одесской традиции, проезд у нас оплачивается при выходе. А мы уже почти приехали, поэтому идем оплачивать. Так, все уже выходят. Спасибо большое. Вот мы и приехали. Сегодня 12 июня 2025 года, и всем привет из очень и очень ветреной Одессы. Сейчас покажу почему. Надеюсь, в начале видео вам понравилось немного проехаться на одесском общественном транспорте, потому что не каждый из вас его видел, и не каждый из вас на нем тем более ездил. Маленькие киоски с продуктами. Загляну быстренько, почем сейчас фрукты просто можно купить на улицах города. Смотрите, уже появилась какая красивая абрикоска по 160 гривен. Клубника сейчас по 180 гривен. Черешня по 180. Сливка по 230. И самое главное, уже начинают появляться арбузы. Извините, а в какую цену? 60 гривен килограмм. Вот такие вот. Ой, и вот персик нектарин уже появляется по 300 гривен. Уже Одесса превратилась полностью в какой-то необыкновенно красивый розарий. Ну, посмотрите, я где не иду, и везде цветут розы. Просто по всему городу. Погоду сегодня в Одессе просто не поймешь. То очень облачно и ветрено, то выходит солнце, становится тепло и приятно. Знаете, такая очень переменчивая она сегодня. Вчера на вечер обещали грозу, ну как таковой сильной грозы не было, немного покапал дождик, да, в принципе и все. Но вообще спрогнозировали, что эта неделя будет гораздо холоднее, чем прошлая. А то к нам уже на прошлой неделе пришла реальная жара, все сразу поехали на пляжи, но сейчас пока загар на несколько дней отменяется. Вот еще, смотрите, вдоль улицы продаются. Здравствуйте, а почем персики у вас? 170. По 170 уже появляются такие ароматные. Это наш персик. Да, это украинский, да, я по запаху слышу.
Очень приятно по аромату. сочный, вкусный. Да, спасибо. Вот уже по улицам можно купить. О, вот даже горох есть по Горошек 110 тоже, да, гривен. 110 гривен наш тоже Да. вкусненький, сладенький, свеженький горошек. Спасибо большое. Вот просто спасибо, всего доброго. Так, сейчас перейдем с вами дорогу. Я приехала в Парк Победы прогуляться и как раз вам покажу, какая сейчас здесь обстановка и что есть интересного. Давно мы здесь с вами не были. Ну, Парк Победы один из самых больших парков Одессы. Здесь точно каждый найдет, чем ему заняться. Ну, вот здесь у ребят даже есть меню, которое можно открыть и увидеть весь ассортимент, который здесь можно приобрести. Вот смотрите, какая красота. Вот даже есть коктейль «Слава Украине». Я такого еще не видела. Смотрите, в цветах нашего флага. Пока я только начинаю снимать это видео, сразу хочу вам сказать о важном, потому что потом могу забыть, потому что с такими бессонными ночами я уже забываю обо всем. Иногда под нашими видео в комментариях вы пишете о том, что просмотру наших фильмов на ваших телефонах или других гаджетах мешают субтитры. Субтитры — это индивидуальная настройка, и вы их сами можете отключить, просто нажав кнопочку в правом нижнем углу, и там можно будет в меню выбрать включить субтитры или отключить. Вы их отключаете, и они вас больше никогда не потревожат. Здесь просто каждый проходит и нюхает эти прекрасные растения. Смотрите, какая невероятная прелесть. И сколько здесь всяких цветов. На всех площадях, на всех улицах, во всех парках сейчас цветут розы. Видите, возле роз никто равнодушно не проходит, потому что они невероятно пахнут. Нашла маленькое поле лаванды. Думаю, что так приятно пахнет. А это лаванда. Видите, там даже бабочки летают. Ежедневно в Одессе происходят какие-то новые истории, и не всегда они хорошие, а наоборот, все время происходит что-то неприятное для жителей Одессы. Сегодня утром многие одесситы проснулись, включили свои краны, и в них не оказалось воды. А все потому, что произошла авария на магистральном водопроводе, в результате чего без воды в кранах остались жители многих районов Одессы. Сначала говорили, что воду включат в 3 часа дня, потом говорили, что в 5 часов, но по последнему прогнозу вода в кранах у одесситов может появиться не раньше 8 утра завтрашнего дня. Из-за этого в городе немножко образовался коллапс, потому что на бюветах образовались огромные очереди желающих набрать воды. Сегодня без воды осталась часть Хаджибейского района, Киевского района, село Лиманка, Хутор, Радужный, Савиньон, Черноморка, Таирова, и также упало давление водоснабжения в части Приморского района. Повреждение произошло в труднодоступном месте, и это затруднило проведение ремонтно-восстановительных работ, поэтому непонятно, когда вода в кранах появится. Кстати, у меня в кране тоже нету воды. Это очень неудобно, но мы в последнее время все время запасаемся водой, потому что вы знаете, что у нас постоянные обстрелы и неизвестно, чего ожидать, поэтому пару бутылок все-таки есть. И уже в этом повезло, потому что пришлось бы тоже ездить искать воду. Из-за того, что жители Одессы остались без воды, сегодня был организован подвоз воды специальными машинами, которые стоят по определенным адресам, которые можно найти в интернете, и будут продолжать там стоять до 10 часов вечера. Также обычно бюветы с питьевой водой в Одессе работают до 8 часов вечера, но из-за экстренной ситуации сегодня их работу продлили, и все бюветы в Одессе будут работать до 22:00. Наверное, просто будний день. Честно, удивлена. Обычно здесь все занято. И все катамаранчики эти заняты. И в кафе много посетителей. А сегодня что-то, конечно, немного пустовато. Не знаю, с чем это связано. Возможно, все-таки сейчас все поехали на пляж. Ну, сейчас узнаем, сколько можно покататься
на таком катамаранчике на озере в Парке Победы. Пойдем спросим. Кафе здесь есть, можно хот-доги перекусить. Смотрите, хот-дог по 70 гривен. И вот есть различные напитки. Так, пойдем спросим, почем же покататься на лодочке. Так они выглядят, смотрите. Есть лодочки с веслами, а есть вот более детские такие штучки. Электрочевники называется. А вот есть свадебные човники 20 минут 200 гривен, электрические 10 минут 200 гривен и катамараны 20 минут 200 гривен. Ой, класс, здесь смотрите тарзанка. И дети катаются на тарзанке. Я, кстати, раньше не видела. Возможно, просто не попадала. А вот кто-то еще с ребенком поехал кататься. И вот еще тут в основном катаются все с детками. Вот девушка уточку себе выбрала. Очень замечательная, грациозная птица. Обожаю лебедей. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, кто еще здесь плавает в озере. Здесь плавают черепашки. Класс. Их очень много производилось. Когда-то была парочка штук, а сейчас их здесь, наверное, сотни. А вот смотрите, как они загорают все на солнышке. Все просто прибалдели. О, мы попали на фонтан в Парке Победы. Он работает не все время, но сейчас его включили. Класс. Сейчас вам ближе покажу. Ой-ой-ой. Как мне к нему пройти? Нет дорожки. Класс, класс, класс. Смотрите, как высоко. Вот так радуемся мелочам. Раньше здесь ночью вокруг озера была подсветка. Давно не была вечером в Парке Победы. Даже не знаю, сейчас она есть или нету. Часто по городу можно встретить девушек с маленькими детьми. И сейчас рожать маленького ребенка — это действительно, знаете, подвиг. Потому что вот как пару дней назад был прилет возле роддома. Я даже не представляю, что чувствовали женщины, беременные в роддоме и рожавшие, когда рядом были такие мощные взрывы. Это все, конечно, просто ужасно. Видите, везде висят таблички, что лебедей нельзя кормить хлебом, потому что они от этого погибают, у них очень болят желудки, и просто постепенно они от этого умирают. К сожалению, этого многие люди не знают и продолжают их кормить, чего категорически нельзя делать. Вот даже на пешеходном переходе видно мужчину, который идет с бутылкой, чтобы тоже набрать воды и сделать небольшой запас. Прям интересно стало когда-то. Ой, еще до сих пор есть. Здесь продавались форнети. Я здесь рядом училась, поэтому часто их покупала. И представляете, они еще до сих пор есть. Эти форнети 100 грамм 35 гривен. С сырным кремом 35 гривен 100 грамм. Вот такие вот. Шинка, сыр 52 гривны. Сосиска 45 гривен. Конечно, они уже, здравствуйте, дороже, чем раньше, но тем не менее, представляете, я не знаю, этой будочке, лет 10 точно. Да нет, уже больше, уже, наверное, до 15, а возможно и еще больше. Хороший бизнес еще до сих пор приносит доход.